Привет, друзья! Сегодня расскажу о эволюции приставки Sega и как она изменилась спустя время. Те, кто с конца 80-х, начала 90-х, еще помнят старую добрую приставку Sega, в которую мы играли в детстве у друзей или у себя дома, а также ходили в компьютерные залы, где проводили большую часть времени, играя в основном в Mortal Kombat или другие игры. Сейчас Sega это не та большая приставка, а небольшой стик размером с флешку, в которой помещается около 1000 игр. Джойстики остались прежними, но уже без проводов и работают по Bluetooth. В приставке есть все мои любимые игры, в которые я когда-то играл, а также доступны возможности, о которых я мог только мечтать в свое время. Это сохранение в любой игре. Данный чит намного облегчит прохождение игр, и наконец-то я смогу пройти некоторые игры, которые пройти было нереально. На данную приставку можно загружать игры, о которых ты даже не слышал, таких, например, как Duke Nukem, Форсаж, Гарри Поттер, а также сотни игр, переведенных на русский язык. Заваривай чай и запасайся печенькой, а я расскажу о приставке моего детства Sega и как она изменилась за это время. Поехали! Приходит приставка в коробке, где написано Wireless Games Control for Sega Games. Сбоку название приставки и поддержка скачивания игр. Давай же скорее открывать и смотреть, что внутри. Внутри у нас два джойстика, которые такие же, как на старой доброй Sega, которую когда-то давно мы играли целый день напролет, только они уже без проводов. Они работают по Bluetooth на расстоянии до 10 метров и питаются от одной микропальчиковой батарейки. Хорошо, что у меня дома были батарейки, так как в комплекте их нет. Кнопки нажимаются мягко. Все как когда-то. И еще внизу джойстика есть переключатель первого и второго джойстика. По сути, один джойстик может быть двумя, позже объясню. Далее в комплекте, видимо, сама приставка. Она размером с флешку. Да, это не то, что было когда-то. Большая приставка с огромным блоком питания и кучей проводов. Я это отлично помню. А вместо кучи картриджей, которые мы ходили обменивать один на другой, маленькая флешка на 1 гигабайт сбоку, на которой почти 1000 игр. Невероятно. Дальше в комплекте есть шнур microUSB для питания приставки, небольшой HDMI шнур, который по сути не нужен, но если телевизор закреплен на стене, то он будет необходим. Картридер, чтобы можно было подключить флешку к компьютеру и закачивать дополнительные игры, и инструкция по подключению и управлению на английском языке. Чтобы подключить приставку, подсоединяем шнур питания в стик, а другой конец в USB телевизора. Если на твоем телевизоре USB нет, тогда нужна будет обычная зарядка от смартфона для питания. Саму приставку вставляем в HDMI разъем телевизора. А если к HDMI не подлезть, использую HDMI шнур, который был в комплекте. Включаем телевизор. И все заработало. Меню приставки разделено по категориям: бои, стрелялки, спорт, приключения и пазлы, а также папка, в которую можно загружать дополнительные игры. В каждой из категорий есть огромный список игр, а небольшой скриншот игры сбоку облегчит поиск знакомых игр, если не помнишь их названия. Сколько же я нашел знакомых игр, в которые я залипал в детстве. Возможно, и ты играл в эти игры. Вот одни из моих любимых. Mortal Kombat, Doom Troopers, Червяк Джим, Генерал Хаос, Рестлинг, Контра, Робокоп, Ковбои, Чернокнижник, Zero Tolerance, Road Rush, Rock'n'Roll Racing, Battletoads, Boogerman, Comic Zone, Golden Axe, Принц Персия,
Sonic, Spider-Man, Street of Rage, Черепашки-ниндзя, Флинстоуны, Король-лев, Jurassic Park, Дюна. Этот список можно было продолжать очень долго, так как нахлынула на меня ностальгия, когда я их включил и начал играть. Игр очень много. Все, что я играл, нашел, а также открыл для себя огромное количество игр, в которые я вообще не играл и не знал о них. Я с удовольствием поиграю в них и попробую заново пройти свои любимые игры, а также постараюсь пройти их. Почему постараюсь? Старые игры очень сложные, не те, что сейчас однокнопочные игры на смартфонах. Не в обиду, но олды меня поймут, о чем я. Но пройти игры на этой приставке все же будет легче, чем когда-то. Дело в том, что нажав одновременно на кнопку Start и Select, выскакивает меню, где можно сохраниться. В каждой игре есть 6 мест для сохранения. Да, тогда бы такие читы. Намного меньше было бы ломаных джойстиков и было бы все намного легче. А так приходилось оттачивать мастерство и запоминать расположение препятствий, а иногда и записывать на бумажке карту уровня игры, чтобы ее пройти, например, в гонках игры Battletoads. Уверен, не только я рисовал карту уровня на листке бумаги. По управлению все как в старой доброй Сеге. Заметной задержки отклика нет. Играть удобно и комфортно. Сама приставка сильно не греется, так как джойстика 2 можно играть вдвоем с другом или ребенком. Также на каждом из джойстиков есть переключатель, переключив который, первый джойстик сразу же может стать вторым. И наоборот. Данный трюк мы использовали очень часто в прохождении игр, когда была возможность активировать второго игрока на протяжении игры. Когда у тебя заканчивались жизни, мы брали второй джойстик и продолжали игру вторым игроком. Теперь это можно сделать, не меняя джойстик, а лишь сменить переключатель. Также есть возможность загрузки дополнительных игр. Сейчас есть сайты со всеми играми под Sega, которые можно скачать в 2 клика. Ссылку на сайты с играми я оставлю в описании. А также можно скачать целый сборник с новыми и переведенными играми на русский язык. В архиве 368 игр, переведенных на русский язык. Ссылку на архив я также оставлю в описании, кому интересно. Чтобы закачать игры на приставку, достаточно скачать игры и закинуть на флешку, которая в нашей приставке в папку ROMs. Только флешку нужно будет поискать немного побольше, хотя бы на 2 гигабайта. Флешки на 1 гигабайт будет мало. В архиве не только старые переведенные на русский язык игры, но и новые игры, о которых я вообще никогда не слышал, что они есть на Sega. Например, Duke Nukem, Форсаж, Гарри Поттер, Один дома, Ледниковый период, Мафия и другие. Будет интересно в их поиграть. Приставка мне очень понравилась. Отличный подарок детям, а также отличный подарок себе. Те, кто с 80-х и начала 90-х, точно оценят данную приставку. Очень приятно вспомнить беззаботное детство и поиграть в старые добрые жабы и Mortal Kombat. Приставка компактная, удобно играть, огромное количество игр, а также можно закачать новые игры, в которые никогда не играл. Сейчас есть всевозможные эмуляторы Sega на компьютер и на смартфоны, но играть на смартфоне и на клавиатуре это не то, разве что покупать геймпад. Пиши в комментах, в какие ты игры играл на Sega, какие игры прошел и в какие хотел бы поиграть, а также посоветуй, какую игру мне стоит поиграть и пройти, так как игр здесь очень много. Если видео наберет достаточное количество лайков и если вам будет интересна эта тема, я закажу такую же приставку, только не Sega, а Sony PlayStation, и сделаю на нее обзор. Смотри другие мои видео и подписывайся на канал, впереди много чего интересного. До скорой встречи, друзья. Пока.